От пациентки. Женщина. Вопрос по яичникам и матке. Делали кесарево. Говорит, удаляли кисту, но не уверена. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1991 года рождения. Дата исследования 18 сентября 2022 года. Область исследования – малый таз. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрична, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры визуальной интенсивностью сигнала соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение и форма обычные, размером 59 на 46 на 54 мм. Контуры четкие, ровные. Миометрий диффузно неоднородный. Толщина переходного миометрия в пределах нормы. Полость матки хорошо визуализируется, не расширена. В нижнем сегменте матки, П-О рубец, толщина миометрия в области рубца 3 мм. К нему прилежит киста шейки матки размером 8 на 6 на 5 мм. Также визуализируются единичные мелкие наботовые кисты. Шейка матки не увеличена 25 на 25, цервикальный канал до 13 мм. Яичники правильно расположены, МР-архитектоника сохранена. Правый яичник размером 19 на 14 на 25 мм. Фолликулы до 7 мм. Левый яичник размером 29 на 25 на 20 мм. Фолликулы до 9 мм. Дополнительных образований в проекции придатков матки не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу не выявлена. При выполнении DWI участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение. МР-картина состояния после кесарево сечения, диффузных изменений миометрия, гиперплазии слизистой оболочки цервикального канала. Рекомендована консультация гинеколога. 19 сентября 2022 года. К. М. Н. Доцент Котов. М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. После кесарево сечения остался достаточно тонкий шов на матке. Это не очень хорошо, имеет смысл проконсультироваться у гинеколога по этому поводу. Миометрий неоднороден, но ничего критичного в этом нет. Оба яичника на месте, они обычных размеров. Сказать о том, была резекция или нет, сейчас невозможно. Утолщена слизистой цервикального канала. Это может быть признаком воспаления, тут тоже нужна консультация гинеколога. Вопрос пациентки. Уточните, правильно я поняла, по заключению кист на яичнике не увидели. Ответ К. М. Н. Котова. М. А. Да, кист на яичниках нет,